Ну что, мои прекрасные, я вас приветствую. Приветствую вас на своем канале. Вы находитесь в шкатулке, и меня зовут Юлия. Сегодня мы с вами смотрим тему «Кто же вам, точнее не вам, а кому вы, да, не даете покоя». Безусловно, можно смотреть не только как МЖ, да, а можно еще и смотреть в целом на свое окружение. Беспокоите ли вы кого-то, не беспокоите, интересуете ли вы сейчас кого-то, может быть, вы находитесь под пристальным вниманием каких-то людей, человека, например. И здесь просто немножечко, знаете, отвлечься от каких-то работ над собой, проработок и всего прочего, потому что, честно, от этого устаешь. От этого устаешь, и это много энергии на самом деле трачивает, когда ты постоянно находишься на разных, не на разных, а на примерно одних слоях, поэтому желательно, конечно, уметь лавировать, да, держать серединку на половинку. Серединку на половинку. Поэтому будем сегодня опускаться на грешную землю и смотреть страсти всякие. Это тоже иногда интересно, и в телеграм-канале тоже об этом прекрасные мои писали, что давайте посмотрим, потому что лед тронулся, что-то, какое-то движение появилось в материи, новые люди, новое окружение. Что же там, собственно говоря, происходит? Я вот сейчас сижу и понимаю, что я хочу поменять колоду. Неожиданно. Я выбрала одну колоду для работы, но что-то вот я чувствую, что я хочу другую. Я хочу другую, хочу я вот эту почему-то. Вот эту я хочу. Сейчас мы с вами посмотрим. А она хочет, потому что я сидела и чувствую сигналы прямо от нее. Возьми меня, возьми меня. Давайте смотреть. Хочет ли она поработать? Тут, говорит, надо прям расставить все точки над «и». Как интересно. Да, тут, говорит, пора расставлять все точки над «и». Да, возможно, сейчас у вас будет такое понимание, кто друг, кто не друг. Если вы кого-то интересуете, то, собственно говоря, с каким намерением вы кого-то интересуете. Ну, давайте так, это не сплетни. Это вот именно действительно вот чем вы цепляете и кого вы цепляете. Может быть, как-то по-другому немножечко будет формат, сформулирована тема. Мы посмотрим в целом, что там да как там. Да, это значит пойдет у нас на другой запрос. Итак, сердца прекрасные у нас. Сердца прекрасные, это розовый кварц, точно знаю. Эйф больше не знаю. И больше не знаю. Это зеленое и оранжевое. Это красивые минеральчики, сердечки. Выбирайте, который на вас смотрит, можете выбрать непосредственно вариант, можете приблизительно загадать людей, например, на кого вы думаете, и повариантно их рассадить, так тоже можно, например, если вам это актуально и откликается. И давайте я буду начинать. Я буду начинать с первого варианта. Я хочу посмотреть, что у вас происходит с энергиями в целом. По первому варианту сейчас с энергиями. Мы посмотрим, чем вы заняты сейчас. Ну, вы же чем-то заняты по-любому, да? Предновогодняя суета, может быть, у вас еще что-то такое происходит. Чем вы заняты и кто же там интересуется вами, кому вы не даете покоя. У меня какая-то расфокусировка небольшая, я не могу на вас сосредоточиться. У вас сейчас будем смотреть, что по энергиям ощущение, что, как это называется, не расфокусировка, а разряженное пространство вокруг. Знаете, бывает иногда, когда ты плотно сконцентрирован на чем-то, у тебя есть достаточно хорошее, качественное количество энергии, допустим, да,
или ты прям ощущаешь себя так очень четко, а здесь немножечко как будто бы кислорода больше. Вот я не могу это ощущение передать, но что-то, ну да, конечно, я же говорю, смотрите, как четко показывает нам пространство. Это верхний мир, это достаточно хорошая карта. Здесь говорит о том, что вы неплохо по вибрациям сейчас поднялись, может быть, или поднялись, может быть, что-то осознали, может быть, вы для себя сделали какие-то выводы, может, вы исключили на какой-то определенный промежуток времени токсичное окружение. Да, так очень часто бывает, когда ты просто не хочешь, не можешь, у тебя нет сил, да, и ты начинаешь просто рвать беспощадно старые связи, потому что больше так не хочешь, не можешь, не считаешь нужным, и тебе становится абсолютно все равно, для кого и как там ты выглядишь, да, главное, что тебе на самом деле хорошо. Здесь очень важно, чтобы не случился перекос, потому что когда мы очень сильно поднимаемся, скажем так, на своем энергетическом уровне, слишком уж стремимся метафорически к свету, давайте так это назовем, да, то потом впоследствии у нас начинает сыпаться материя, и мы никак не можем понять, ну что же такое, как же нам это все внутри себя отыграть, отбалансировать так, чтобы и то у нас грамотно сосуществовало в нас, да, но здесь в целом сейчас, вот я говорю, какое-то ощущение разряженного воздуха, вот как будто бы кислорода больше, вы вздохнули легче. Вы можете сейчас видеть большее количество вариантов в своей жизни, как выйти из ситуации, то есть не одно линейное что-то, да, а побольше уже различных выходов, например, шансов побольше, то есть, ну, здесь на самом деле хорошая эта карта. Она хорошая, да, смотрите, у вас открывается желание и возможность, видите, вы наполняетесь, то есть у вас сейчас хороший такой период наполнения, но наполняетесь вы чем-то благостным, чем-то светлым, вдохновением, то есть то, что не токсично. Никогда мы упиваемся какими-то драмами, горестями, страданиями, да, и живем в этом. Это, конечно, более низкие такие вот эти все драмки, это более низковибрационный уровень, он тоже дает энергию, но, соответственно, и качество, да, общения и вокруг людей, оно другое. И вот здесь как раз-таки у вас уже появляется энергия и возможность выстраивать отношения более экологически чистыми, энергетически чистыми, да, то есть вот здесь уже появляется возможность как-то проявлять, открывать сердце. Кто-то картавит из вас? Я не картавлю, что случилось? Проявлять, открывать сердце, да, у вас появляется возможность прям. Мне нравится, то есть, ну, так хорошие карты. Здесь действительно на этом уровне есть очень большая вероятность построить хорошие качественные отношения без вот этих всех эмоциональных связей и привязок. И как раз-таки именно вот этот уровень энергетический, на котором вы сейчас, дает вам возможность получения того, что ваше по сердцу, ваших желаний, да, ваших истинных желаний. Хорошие карты, и не буду их больше портить. Чем в материи-то занимаетесь? Стоите перед новым, и сейчас вы находитесь в абсолютном наблюдении того лютого трэша, который происходит вокруг вас. То есть вы сейчас активно видите вокруг себя, как вам правильно сказать, все то, да, что низкосортное. Грязь всякую, особенно словесную, да, особенно в интернет-пространстве можете это все наблюдать, на работе видите, просто в бытовой жизни вокруг вас может быть огромное количество каких-то скандалов, выяснения отношений, ссор, кто на что горазд, понимаете, вот вы сейчас очень сильно, ярко вокруг себя видите, кто чем наполнен. И вот ощущение, что вы не участвуете в этом всем, вы просто как будто бы наблюдатель. То есть вы не активный участник, вы наблюдатель. Возможно, даже, да, видите, такая позиция, что вас и не видно. А почему вас не видно? Потому что вы выходите в ноль. Это совершенно переступаете рубеж по вибрациям, я это так назову, да. То есть выходите в плюсовую по вот этой карте уже больше, и по карте
возлюбленный, да, вы ходите для себя в уже определение, как я хочу, а как нет, как мне нужно, а вот как мне больше не нужно. То есть вот очень классно. Выбираете по сердцу, я бы еще так это назвала, если проще. И вы сейчас очень ярко можете видеть, как мир делится на тех, кто находится в каких-то очень ярких, затруднительных ситуациях, но вы, безусловно, понимаете, к чему, да, как они к этому пришли, то есть вы начинаете видеть, что кто на что учился, есть такое выражение, да, тот к тому и пришел, а вы как будто бы стали для вот этого вот контингента людей невидимыми. Вас могут еще, возможно, задевать и провоцировать, но я не вижу, чтобы вы очень сильно в это включались. Единственное, что вы можете сейчас ощущать, это вот здесь реально такая картинка «Кровь из глаз», да, это ощущение того, что просто что происходит с людьми, да, что они каким-то образом себя очень странно ведут. Я не хочу здесь читать о том, что это что-то вытесненное вами, да, может быть, что-то непринятое, вытесненное. Здесь главное, не проваливайтесь в гордыню, как я сказала, не проваливайтесь в перекосы относительно того, фу, какие мерзкие, я таким человеком не, ну, я не такой, я таким не буду человеком, или это все там грязь какая-то. Нет, это просто разные энергетические слои, и давайте будем честны, что мы можем перемещаться по разным. И изначально, да, все по низам. Все по низам трутся. Поэтому это потом уже мы начинаем что-то осознавать в себе, открывать и переходить на более высокие уровни, да, и брать энергию уже из более экологично. Это как употребление пищи, да, то есть можно съесть что-то совсем неподобающее, подпорченное уже, и да, ты вроде как наелся, но тебя тошнит, да, вот такая вот история. А можно съесть прекрасный вкусный свежий салат, там, я не знаю, прекрасный вкусный свежий из мраморной говядины стейк, и у тебя ощущение удовлетворения, кайфа, и ты мурчишь, как кошка. Поэтому вот здесь что-то такое. Но вас может сейчас очень сильно разочаровывать то, что открывается в людях, то, что вы видите. И это, конечно, да, двойка пентаклей. Вы как-то стараетесь в этом всем удержать баланс, но тем не менее вы понимаете, что где-то в какой-то момент все-таки благодаря, может быть, каким-то знаниям, благодаря каким-то осознаниям внутри себя, может такое вот ощутиться. Здесь нет этой карты, но я очень ярко слышу это выражение, что все-таки я вытащил счастливый билет относительно того, что у меня есть знание, как не надо поступать, или как не надо, или нежелательно все-таки жить. Да, то есть вот что-то вот все-таки у меня здесь есть, энергия такая, да, что как будто бы вы получили определенный доступ выхода из вот этой вот пятерки жезлов, когда вы находитесь и вас болтает по хаосу вот этих вот претензий, конфликтов, конкуренции и всего то, что уже вам не близко и не подпитывает вас. Да. Поэтому здесь как раз-таки вот такой у вас сейчас момент энергетический в целом, как вы для себя это понимаете. То есть вы сейчас прям вот ярко наблюдаете, что вокруг вас. Видите ли вы что-то для себя уже более новенькое, или вы только прям вот вошли в какую-то новую фазу, и вы такие, о, неужели может быть по-другому? Страшилки можете сейчас очень часто видеть. Ну, то есть вас прям будут, знаете, пытаться стягивать вниз. Ну, как же, надо же. Я не говорю, что там плохо, мы для себя и там можем выбирать очень качественные какие-то вещи, но вы прям видите вот какую-то жесть лютую. Так, давайте посмотрим, вы-то для себя в материи, как вот у вас там все характеризовываете. Ну, как-то, знаете, закрываетесь от этого, стараетесь держаться подальше, все-таки стараетесь себя этим не окружать. Как вы видите это для себя? Ну, пока вы пытаетесь проанализировать все, пока вы пытаетесь для себя все понять, то есть разложить по полкам. У вас идут достаточно хорошие сейчас осознания, какие-то вас прям пугают, какие-то влияют на вас очень круто, да, вот что-то, какой-то такой процесс. Вы все-таки стараетесь видеть какие-то для себя шансы, ухватиться за них, и именно видеть из состояния анализа, то есть так, вот это реально шанс, а здесь вот что-то, наверное, тут меня хотят вовлечь. Не то, чтобы вы прям вот отдаетесь потоку, я пока еще этого вот не вижу, что прям вот отдаетесь, все-таки карты здесь такие больше наблюдательно, больше держите баланс, больше со стороны смотрите, больше стараетесь анализ включать, наблюдение, даже, может быть, руководите собой в какой-то момент, да, контролируете себя, стараетесь нести
осознавать вот эту ответственность за себя, что, ну, может быть, прорефлексировать, так тоже можно. Но видите ли вы шансы, уже начинаете видеть. Это, как я сказала, уже идет простройка вариантов, да, то есть куда мне, что мне. Неплохо. Неплохо. Хорошо. Кому покоя-то не даете, мои хорошие? Кому не даете покоя вообще в целом? Кто там за вами наблюдает? А наблюдают, слушайте, наблюдают, и притом в материи наблюдают, вообще абсолютно точно. Вы кого-то можете вдохновлять, вот абсолютно, абсолютно точно, потому что кто-то, возможно, видит, что как вы себя стали по-другому вести, как вы стали себя позиционировать по-другому. Может быть, вы стали спокойнее, внешне немножечко отстраненнее, по королю мечей немножечко закрытий, да, то есть стали себя беречь в каком-то плане. Это интересно, потому что покоя точно не даете. И, скорее всего, не дает покоя, сейчас я посмотрю, кому лично, может быть, здесь большое количество людей, может быть, как раз-таки это то окружение, от которого вы сейчас отстранились и наблюдаете, может быть, это конкретно один человек. Но здесь вот смотрите, как интересно, все-таки вы прям как будто бы стали позаметнее по тузу жезлов, и кому-то интересно та часть вашего осознания, да, та часть вас, которая вот вас качественно как-то изменила. Если где-то вы могли втюхаться в какой-то скандал, то сейчас вы не будете так делать. И вот эта перемена, она стала сильно заметна, как будто бы вы подвыросли внутри, да, стали не то, что даже, ну, во-первых, энергетически, да, вы стали повыше, а еще и плюс в материи вы стали себя увереннее транслировать, увереннее транслировать. Ну и что, кому вы там покоя-то не даете? Да, кого-то даже пугать. Смотрите, кого-то даже пугать, потому что вас кто-то перестал узнавать. Вас кто-то перестал узнавать. Нам покажут здесь все-таки персонажа. Кто же именно? Кто же именно? Ну, наверное, сейчас. Противоположный больше пол. Вы кого-то отсекли из своей жизни. Смотрите, вы где-то поставили точку. Может быть, это любовная история, потому что все-таки карта влюбленных, и здесь очень конкретно. То есть кто-то мог вам говорить о том, что да мы с тобой как две капли воды, да мы с тобой такие похожи. А вы стали понимать, что нет, не похожи, что на самом деле вы абсолютно другой человек, и вы не хотите. То есть вы спрыгнули с какого-то крючка, возможно, там мне маг мелькал, да, возможно, с чужих манипуляций спрыгнули, отстранились, перестали на это все реагировать. Мне вообще вот нравится вот ваше состояние, оно складывает пазлы относительно того, кому вы не даете покоя. Скорее всего, это кто-то, может быть, из прошлого здесь фонит. Да, может быть, это человек, с которым вас прям что-то связывает, общие воспоминания. У кого-то это могут быть, я не знаю, там, дети, не дети, да, что-то прям может быть общее. Это все-таки четверка жезлов. Но здесь поставлена точка. Может быть, это прошлая история фонит, но мы же все-таки смотрим, кто покоя-то не дает. Вы кому покоя не даете, да, и здесь вот, скорее всего, такое ощущение, что вы изменились, и, соответственно, вас перестали узнавать, и где-то вы стали даже пугать. А пугать стали, потому что не включаетесь в манипуляции. Но там человек недоволен этим. Недоволен, потому что меня начинает подташнивать. А подташнивать в моем случае говорит о том, что там, скорее всего, энергии очень-очень недружественные могут быть. Давайте посмотрим, как этот человек к вам относится вообще в целом. Ну, мужчина однозначно здесь, видите? Король Пентаклей, мужчина вылез наконец-то, показался. Хорошо. Знаете, мне хочется сказать, не знаю почему, с линцой. Человек вот здесь с линцой. Не могу сказать, что прям он ленивый-ленивый, но вот эта черта, я ее очень ярко чувствую, она здесь прослеживается. Человек с линцой и, скорее всего, возможно, манипулировал для каких-то определенных целей, ну, достижения чего-то. А вы перестали реагировать, стали смотреть в свою корзинку, а в его корзинку не смотрите. И он такой, а что случилось, собственно говоря? А кто же теперь будет мне в корзинку складывать-то туда? Да, подзакрылись, смотрите. И он в целом, и вы подзакрылись, и он подзакрылся. И здесь можно сказать, что история, да, здесь просто такие вот надгробия, она давняя, но, тем не менее, кого-то вы можете еще пока злить. Давайте посмотрим, как этот человек к вам относится.
Кого-то можете еще злить. Ну, обида на вас. Обида, потому что вы кого-то и кому-то закончили зону комфорта. Вы кому-то закончили зону комфорта. И хочется, конечно, казаться намного значимее, чем это есть на самом деле в вашей жизни. Хочется оставить какой-то там след этому человеку. Хочется каким-то образом доказать, может быть, что-то, но, скорее всего, я действий-то не вижу. Я, скорее всего, действий-то не вижу особых. Действия здесь какие-то есть в вашу сторону? Может, это прям вообще... Нет, ничего нет, никаких действий. То есть тут вот, знаете, человек, скорее всего, не понимал, не осознавал, как выстраивать отношения, что с этими отношениями делать. Я могу сказать, что отношения тянулись, и здесь вообще какое-либо было развитие только на вас. Да, только на вас. Здесь она одна, видите? Здесь она одна. То есть кто-то присутствовал, но как вот это вот присутствие, оно какое-то иллюзорное или, знаете, в общем, какое-то странное. И, ну, хорошо, нет, действий не вижу, и вообще такое ощущение, что игрушки раскидала, собирать некому. Да, игрушки раскидала, собирать некому. Каким образом не дает вам покоя? Что? Каким образом не дает? Слушайте, может, вы его без жилья оставили, да? Может, вы его без жилья оставили, может быть, вы у него что-то по праву там отсудили, например. Может быть, алименты там приходится человеку платить. Может быть, он сам, конечно, добровольно оставил вам что-то, к примеру, я не говорю, что это обязательно, но может быть, да, и теперь вот такое ощущение, что он как-то вот недооценен или обесценен, и, может быть, вам что-то досталось, и он тут очень сильно по этому поводу сокрушается. Даже если это очень давняя история, то она шрамом где-то на лбу, как у Гарри Поттера, у него осталось, и теперь при воспоминаниях болит, чешется, зудит и раздражает, да? Вот эта вот история с вами. И, конечно, что он хочет вообще от вас? Что он хочет? Ничего хорошего не хочет, если честно. Потому что 7 мечей, 7 жезлов, это вот что-то из серии «кручу-верчу», да? Выкрутить свое «хочу». Может, новости какие-то собирает, может, слышит. Ну, не собирает, просто откуда-то слышит, где-то может подсматривать, где-то что-то фонит. Для чего он это делает? Для чего он еще? Подсматривает 100% и ищет то, что удовлетворит какие-то очень низковибрационные человеческие моменты из серии злобы, ненависти там. Хорошо, но я так понимаю, что до вас сильно не дотягивается этот момент сейчас. Совершенно изменилось здесь сознание, совершенно все поменялось. И что он? Он что-то не хочет вам отдавать. Не знаю, девочки, о чем речь. Он что-то не хочет вам отдавать. Что-то очень сильно люто охраняет. Может быть, долги. Да, у кого-то, если по детям, могут быть долги. Знаете, как вы ему не даете покоя? Я поняла. Вы для него являетесь как таким негативным мотиватором подпинывать себя, да, для того, чтобы доказать, что на самом деле он вот такой вот огурец-молодец. Но фишка в том, что у него не получается, потому что есть какие-то негативные эмоции, а как их проявить, человек не знает. И поэтому вы ему не даете покоя, то есть вы как бы его условно мотивируете быть, как ему кажется, в его глазах, для самого себя лучше. Да, вот здесь вот такой вот недоделанный император. Это вообще-то у нас рыцарь жезлов, но посмотрите, здесь реально взрослый дядька, а конь игрушечный, и он не едет. И он не поедет, потому что тут колесница, она выдуманная. Ну, то есть так, как он хочет, он только мечтает, вот он только думает, что
Я вот докажу, я вот добьюсь, да, вот как это обычно. Я добьюсь, посмотрите, вот какой король, он считает себя королем Пентаклей, но обратите внимание, здесь сидит медведь, ну как бы абсолютно ленивый медведь. И поэтому больше я вижу здесь какие-то фантазии относительно успешного успеха, больше вижу каких-то иллюзорных действий, но энергии на эти действия у него нет, ни энергии, ни сил, ни возможностей. А вот вы работаете как лютый индикатор злости, да, вот вы его злите, например. А чем именно вы его злите? Расскажите мне, пожалуйста, чем именно вы его злите? Мы с вами еще посмотрим и будем закругляться, потому что здесь как раз-таки вот такая какая-то старая очень, нет, может быть и не очень старая, ну, какая-то история, да? Чем вы его злите? А у вас что-то получилось. Слушайте, у вас что-то получилось. Вы чего-то достигли, вы чего-то добились по магу. То есть у вас здесь абсолютно оправданная семерка пентаклей. То есть вы тут, пусть у вас какой-то промежуточный сейчас вариант, да, потому что здесь такая как бы вспышка, тут все круто, тут какое-то может быть, ну это не творчество, но тут есть какой-то промежуточный результат. По семерке здесь есть промежуточный результат. Вас лично. Он может не совсем удовлетворять, но в глазах другого человека вы можете смотреться достаточно успешным человеком. Но что хочу сказать, все-таки колода такая с подвывертом, да, немножечко теневая, он почему-то думает, что вы обманом этого достигли, или что вам это кто-то дал, подарил, что счастливый случай. Вот, понимаете, маг в токсичном понимании, он мошенник. И вот здесь как раз-таки он думает, что вы чего-то достигли способом чего-то нечестного. Может быть, у вас в чем, ну, как бы ерундой, короче, какой-то занимается в голове у себя человек. То есть он вас, он не безусловно обесценивает то, что видит со стороны. Ну как же, он же не может никак, ну как бы признать, что ну, немножечко все-таки не оправдались какие-то ожидания относительно вас. То есть тут хотелось, чтобы... Да, ну, бывают такие люди, которые хотят, чтобы кто-то другой страдал. Ну, упиваются этим, да, вот такой вот тут попался вам персонаж. И ему бы было, конечно, очень круто, если бы действительно его эти ожидания относительно вас оправдались. А они не оправдались. А они не оправдались. Почему-то я еще слышу такую фразу, что как будто бы он говорит, что я чувствую, как он чувствует себя то ли использованным, какое-то вот у него искаженное сознание, то есть, ну, жертва, агрессор, и вот это вот все там катается по третьему кругу. Ой, и в защите, посмотрите, в какой он стоит. Ну, ой, фу-фу-фу, ладно, все понятно. Ну, нет, ну, все несправедливо. Все, и, как он говорит, справедливость восторжествует. То есть то, что вы даже сейчас добились, человек уверен, что это ненадолго на самом-то деле, что это ненадолго, что это все в вашем случае не заслужено. Я не могу сказать, что человек спит и видит. Конечно же нет, он живет свою жизнь, он занимается своими делами. Но вы для него триггерная точка. И так бывает, особенно если это какой-то бывший супруг. Да, вы для него триггерная точка. И когда он бесится, он получает определенную дозу очень сильно негативной энергии. А вы от этого далеки? Вам это на самом... Да, насколько, как вы, в какой вы позиции? Вы заняты своими делами вообще абсолютно и полностью. У вас на самом деле меняется достаточно сильно окружение, но будьте тоже аккуратны, потому что еще вот из прошлого оно не то чтобы на вас влияет, просто фонит. Вы это можете наблюдать. И оно может еще, знаете, небольшим вот энергетическим шлейфом тянуться, потому что я это читаю. Это неплохо, это не говорит о том, что вам нужно что-то для этого делать или каким-то образом там защищаться или еще что-то. Нужны ли вам защиты какие-то? Я вообще как бы против этого всего. Да нет, это личные иллюзии, фантазии человека, как бы он хотел, но вас это реально уже не касается. Это просто, да, кому вы там покоя не даете? Ну, вот какому-то персонажу не даете. Ну, недоволен он, недоволен. И он чем-то не хочет делиться. Если есть у вас такая история, что вам кто-то должен денег, да, вот этот персонаж, то да. Но если нет, то как бы не обращайте внимания, да, это общий расклад. Это прошлое. Это абсолютно прошлое. Видите, шестерка кубков – это то, что уже было, и оно просто как бы сейчас еще немножечко задевает. Сейчас еще немножечко его задевает. Но это иллюзия, это семерка кубков. Как я это и сказала, это иллюзии. А почему это тянется за вами? Давайте посмотрим, да, почему это тянется за вами, почему еще сквозит. Ну это
Девятка пентаклей. Ну, вы совершенно, понимаете, вы изменились, вы стали другим человеком, и притом личностью самодостаточной-то вы стали. Десятка пентаклей. Потенциал, возможно, свой раскрыли. Что-то у вас получилось однозначно. Может быть, вы построили новую семью. Или же вас поддержала семья, да, может так быть, в момент расхода. То есть он не получил того результата при вашем расходе, как хотелось бы. Может быть, это вас поддержали не... Ну, это десятка пентаклей, да, иерофант. Может быть, родные, может быть, близкие, может быть, единомышленники. Может быть, вы обрели какой-то новый статус, да, может, там у вас второй, третий брак, бог его знает. Поэтому здесь как раз-таки, если сейчас у вас никаких отношений нет, да, то вы можете себя позиционировать именно энергетически вот так наполнена, да, вы можете сейчас считываться как женщина для построения семьи, отношений, то есть транслировать, что у вас все хорошо. И это в целом считывается, то есть здесь есть и появилась определенная целостность себя, с чем я вас, собственно говоря, и поздравляю. Ну, а другому человеку по пятерке пентаклей, конечно же, это все не нравится. Поэтому вот оно тянется. Я же не поняла, почему тянется-то. Тянется-то почему? За вами-то именно тянется. Почему? Как проверка. Это как проверка на ваше намерение. Вас триггерит, эмоционально задевает эта история, или вы уже 100% готовы двигаться по своему пути, это звезда, по пути души, да, по своему пути. Карта у вас хорошая. Поэтому здесь как раз-таки, видите, просто фонит немножечко периодически с прошлого, то есть как будет вас это волновать. И если будет, где-то посмотреть в это. Если нет, если вы чувствуете, что вы полностью вышли из этого по шестерке жезла, вы двигаетесь в своем направлении, двигайтесь. И эта история пусть уже, да, скажем так, постепенно на тонком плане отваливается. Но ради справедливости там токсичная королева кубков сквозанула, а это говорит о том, что где-то это чисто может быть по-женски, если мужчина смотрит по-мужски, немножечко тешит самолюбие. Это не запрещено, почему бы нет, мы все люди подпитываемся периодически какими-то такими моментами, у нас включается интерес иногда нет, иногда включается, бывает, да, так. Устаешь выгуливать белое пальто, и хочется периодически тоже как-то немножечко, как я уже сказала во вступлении, окунуться во все эти страсти периодически, да, что же там так чисто, так чуть-чуть, искоса глянуть, как вы, да, стоите, наблюдаете, а что там, собственно, на тонком плане. Да, у вас все хорошо. А то, что там какие-то истории подванивают еще, да, ничего страшного. Постепенно утвердитесь на своем новом пути, и они окончательно отвалятся. А люди, понимаете, они бывают зачастую... упиваются своими негативными эмоциями, да, вот какой персонаж у вас из прошлого, упиваются, а куда деваться-то им, как по-другому энергию брать? Не получается, поэтому есть такие люди, я их не отрицаю, это все имеет место быть, это все присутствует в нашей жизни, но на самом деле мы сами выбираем, реагировать на это или нет, то есть вы можете и не реагировать, посмотрели, посмеялись с девчонками, похохотали с вами, да, и пошли дальше. И пошли по своему пути дальше. Второй вариант. Очень банальненький сегодня у нас с вами расклад. Ничего прям мега такого, знаете, высокодуховного, серьезного. А так, чисто отдохнуть, развлечься, кому вы там покою не даете. Это не сплетни у вас, нет. Это прям конкретно, кого вы эмоционально, жестко цепляете. И мы посмотрим, почему вообще вы цепляете. Очень часто в таких случаях высвечиваются всякие давно забытые прошлые истории. Но, как я говорю, если забыли вы, не значит, что человек... Вы-то забыли. У вас, может, никаких там привязок, ничего не осталось. А человек-то может бесить, вы человека можете бесить, злить, и он там может каким-то образом реагировать, когда там ваше имя где-то упоминается, да, и он там, не говорите мне, или там еще что-то. Я вот такие истории как бы знаю. Хотя вас уже давно это все страсти эти покинули, и вы себе дальше живете свою жизнь. Но, тем не менее, можно просто на тонком плане посмотреть, что там энергетически у вас, не именно у вас, а вообще, да, то есть цепляете ли вы еще кого-то?
Ну, это так просто, знаете, поразвлекаться, посмотреть, немножко отдохнуть от этих всяких самопроработок. Тем более просили. Итак, чем вы заняты? Ну, вообще в целом, что у вас там в материи происходит? Вот это кому вы покоя не даете, а вот это ваши энергии сейчас. И мы посмотрим, какие тут у вас энергии. Ой, прекрасно, путь красоты. Раскрываетесь. Вообще такие хорошие энергетические карты по первым двум, по крайней мере. Я не знаю, что в третьем, но у вас хорошо. Путь красоты – это прекрасный лотос, то есть смотрите, это все, что связано для вас с поиском вдохновения, с поиском, как вам хорошо, как вам красиво, как. То есть сейчас вы себя можете максимально окружать эстетикой, красотой, и себя, и свой быт, и вокруг искать, видеть красоту природы, видеть, вы можете даже сейчас встречать красивых людей, не обязательно, что прям совсем только лишь, красивых именно внутренне, именно поступками. Можете конкретно даже попадать в какие-то места, где вас прям захватывает дух, там кто-то вас куда-то пригласил, да, или вот вы, наверное, не наверное, а вы порой, бывает, смотрите и видите что-то очень красивое в какой-то привычной для вас обстановке, и может быть такое ощущение, как я раньше этого не замечала или не замечал. То есть вы раскрываете уровень внутренней красоты и, соответственно, начинаете эту красоту видеть вокруг. То есть вот энергии мне нравится, то есть так приятненько, здесь очень приятненько. Хорошо. Начинаем распускаться. Может быть, вы начинаете наконец-то воспринимать свою красоту. Может быть, вы начинаете видеть в себе красивые черты, красивые внутренние черты характера. Может быть, у вас раскрывается желание что-то подарить этому миру или желание подарить себе что-то очень красивое. Но здесь вот, видите, тут в целом достаточно все понятно, то есть все крутится вокруг этого. Может быть, вы видите вокруг чудеса. А еще мне здесь хочется сказать, что могут даже быть способности относительно этого пути. То есть вы что-то в себе раскрываете, и это что-то красивое, это что-то нежное, это что-то очень вас вдохновляющее, и это действительно может быть и практика какая-то, да, не будем тут уточнять, практика, какой-то канал у вас тут налажен, слушайте, канал есть, да, смотрите, видите, карта змея, какой-то канал у вас. Мне хочется сказать, здесь какое-то спокойствие внутреннее, я не знаю, что у вас происходит в голове, расклад не об этом, я смотрю на энергетическом плане. На энергетическом плане у вас там что-то красивое, очень раскрывается в вас. Мне хочется сказать сила, слушайте, я чувствую силу здесь. Да, здесь мощно. У меня мурашки пошли, хорошая такая. Слушайте, мне нравится. Приятная такая. Как понять, приятная. Это не низковибрационная сила. Ну, я не люблю, ну как вот объяснить, не знаю. Нет темного, светлого, но эта сила, она, ну как вот. Но она медленно раскрывается, мне говорят. Это не быстро, это не скачкообразно, это не резко, это не резко распахнутые двери, это какой-то очень... Вот как распускаются цветы, обращали внимание? Медленно, постепенно. И как-то вот у вас это раскрытие, оно идет медленно, постепенно, но это раскрывается в моменте... Это даже не работа над собой. И не... Может быть, момент... Сознание расширяется очень сильно, и вы видите какую-то вот красоту этого процесса. Но здесь что-то красивое. Может быть, это связано с природными процессами, но это опять же таки раскрывает в вас силу. Может быть, это стихии, да? И если вы уже с этим работали, по ним что-то осознавали, в вас это раскрывается как раскрытие более глубинного потенциала, я бы это так назвала, да, то есть мне сложно сформулировать ощущения свои относительно вас, но это как раскрытие потенциала, то есть на энергетическом уровне достаточно красивый процесс, но он не быстрый, и он все-таки больше для меня магический, практический. Но это не психология, и это не какие-то земные такие обычные бытовые процессы, хотя это в вас может изначально проявляться в бытовых процессах, но я приблизительно понимаю, куда вас этот путь ведет. Куда вас этот путь ведет, да? Но
А у меня все-таки, почему он замедляется? Я изначально сказала, он медленный, десятка жезлов. Он действительно медленный, потому что вы что-то тащите за собой. У вас есть относительно этого то ли конфликты, то ли не совсем правильно сложилось еще какое-то сознание, осознание, как это работает, что это. Вы пытаетесь это себе объяснить. А еще, может быть, мне немножко не нравится то, что я слышу. Смотрите, вы не сконцентрированы на каком-то одном раскрытии себя. Вы можете из непонимания пока еще, что происходит внутри, цеплять вот так вот внешне большое количество различных источников, и притом источников информации, магию, эзотерику, мистику, высшую магию, практическую магику, там еще что-то. То есть вы можете вот это вот хватать нумерологию, астрологию, все подряд. Так бывает. Когда мы ищем себя, мы совсем знакомимся, мы пробуем разные пути дороги. Смотрите, раскрыть себя вам это на самом деле немножко мешает, потому что внутри вас раскрываются красивые процессы, которые индивидуально ваши. Но знания могут давлеть и не давать вам правильно себя охарактеризовать. То есть вы это пытаетесь простроить через какие-то те знания, которые у вас уже есть, а оно так почему-то, мне говорят, не раскрывается. Ну, то есть оно как-то, знаете, тяжело идет, тяжело пробиться через все то, что вы накопили. Как интересно. То есть должно быть согласие в этом всем. У вас немножко по пятерке жезлов разрозненность. Цель-то по сути одна, да, смотрите, но ничего из того, что вы пробуете, не попадает ключом, да, нет открытия. Я не вижу, чтобы открылась эта дверь, чтобы этот лотос распустился прям вот цветком полным. Я вижу его, он хотя здесь распущен, а я вижу его не в полном раскрытии. Как будто бы все эти инструменты, которые вы пробуете, они не попадают, не попадают. Давайте посмотрим, нам подсветят, что попадет. Подсветят ли нам, что попадет вообще в целом? Ключик дадут, хотя, мне кажется, совсем не та колода. Но это что-то, это новое для вас, это шут. Это не то, что уже есть, но мне говорят, вам подсвечивают. Это не то, что есть в вашем арсенале, давайте так. Вам подсвечивают, а вы как будто бы или боитесь вступить, или вы не понимаете. То есть мозгу сложно понять, чего от вас хотят. Мозгу сложно понять, чего от вас хотят. Потому что голова, ну в данном случае анализ, он не может в фильтр знаний искажает то, что должно родиться изнутри, из туза кубков. Туз кубков – это изнутри, это любовь, это ощущение. Оно искажает. И поэтому нам непонятно, это Луна. Все, мы не понимаем, куда идти. Мы не понимаем, где наш инструмент. Расклад совершенно не тот, о котором заявлено название, безусловно. Мы тут смотрим, кто вам покоя не дает, а я лезу, да, в ваши энергетические процессы. Поэтому подарок, этот расклад подарок будет для тех, кто все-таки эту тему посмотрит. А кто увидит название, не поймет, что там зашифровано. Какую информацию я здесь даю. Да, скорее всего, я тут дам ключик. Ну хорошо, давайте так. Этот путь не ясен вам, вы его не понимаете, вы идете реально вслепую, вы пробуете все инструменты, но ничего не попадает. Вы пробуете все известные вам инструменты, но ничего не попадает. А что попадет? Покажут? Ну хотя бы, можно нам следующий шаг подсказать? Хотя бы следующий шаг. Хотя по Луне, да, непонятно. Но у меня не складывается, у вас не складывается картинка между теневыми аспектами и пока светлыми. То есть не могу сказать, что вы до конца разобрались прям вот как это именно в вас работает. Ну, следующий шаг подскажите, пожалуйста, нам чуть-чуть. Его нельзя простроить, его нельзя простроить, его нельзя спланировать. Нельзя ни простроить, ни спланировать. Королева мечей сразу выдает мне тройку жезлов. То есть, но здесь тройка жезлов, она же, видите, абсолютно токсичная. У него тут глаз выпал, он весь в крови. Не будете натыкаться, это
ну, как бы натыкаться на, наоборот, себе палок в колеса вставляете. Ну, хорошо, а что поможет-то, я не понимаю. Видите, не показывают. Не показывают, просто вводят, но не показывают. Показывают. Примкните к какому-то кругу единомышленников, то, что вам сейчас отзывается именно по ощущениям. Эта тройка пентаклей, вам нужно пока временно, пока непонятно, примкнуть к людям, которые будут вам тоже что-то подсвечивать. Но здесь нужно очень аккуратно подходить к выбору, куда вам примкнуть, да, к кому примкнуть. То есть, смотрите, сейчас в одиночном пути по шуту вам непонятно куда, совсем непонятно. Временно вам нужно все-таки к кому-то присоединиться. Вы уйдете потом, да, это даст вам, ну, хотя бы какой-то вот определенный шанс, возможность понять в материи приблизительно шаги ваши, да, подарит вам целостность, понятно. Все, вы потом выйдете на свой путь. Значит, следующий ключик, да, вы потом поймете ваш инструмент, примкните к кому-нибудь. Примкните пока временно, следуйте пока временно с кем-то в группе единомышленников, может быть, круги какие-нибудь, ну, то есть там, где есть, может быть, там, наставника вы себе какого-то выберете, проводника, человека, который, ну, мне все-таки хочется сказать, что это какая-то реальная бытовая группа, то есть вот с кем вы конкретно сможете покоммуницировать или как это вот может где-то находиться в каком-то пространстве, или же, если у вас есть какая-то своя деятельность, но вы совсем никак не понимаете, как, что вы не знаете, вы привлекаете людей, которые могут вам помочь. Кто-то в маркетинге может помочь, кто-то в информационных каких-то моментах, потому что вы все сами, вы не поймете, как это делать, вы не вывезете. То есть вы за все, видите, не схватитесь. Это десятка жезлов. Вы все не сможете вытащить, потому что из-за того, что вы все пытаетесь сделать одновременно, часть вас, которая вам важна погрузиться в себя, раскрывать себя, она проседает. Она проседает. И поэтому получается, что энергия, она растрачивается, и поэтому долгое, медленное раскрытие идет. То есть или вы вступаете, да, в круги единомышленников, или привлекаете к себе тех людей, которые смогут вам там по бартеру, какая-то коллаборация, еще что-то помочь. Ну, может быть, там, конечно, там денежные какие-то моменты. У вас появится по отшельнику возможность углубиться вовнутрь, не заниматься вот этим внешним, да, а углубиться вовнутрь и все-таки найти вот именно то, что необходимо вам. То, что необходимо вам. Потому что пока пятерка пентаклей, пока мы потерянные. Пока мы потерянные. Наставник вам нужен, мне говорят. То ли учитель, то ли наставник, что-то такое. Вам самим в этом копаться, ковыряться непонятно. Непонятно как. А вам нужно найти вот этот свой инструмент, именно свою нишу, свой инструмент, да, вот в куда вам, во что вам. Ух, ну ладно, а чем вы вообще заняты-то там? Ну, видите, смотрите, вы не можете оттачивать мастерство. Видите, восьмерка мечей, то есть такое ощущение, что вам нужно заниматься там чем-то как конкретным, какими-то плюшками своими, а такое ощущение, что вы в этом ограничены. Почему? Восьмерки. Вообще, слушайте, ну карты ведь неплохие. Еще вас могут проверять относительно вашего пути намерения. Вас могут проверять, и у вас могут, смотрите, как инструменты, которыми вы пользовались, постепенно отмирать. Что-то попробовали, блин, не мое, все, отбросилось. Ну, упала в опыт, ну да, я это умею, знаю, но это не мое. Еще следующее, так, вот это меня заинтересовало. Быстро там прошлись по верхам, условно, глубину осознали, все, нет, не мое, дальше. И вы прям вот, знаете, как идете среди вот этих вот мечей, знаний и всего, блин, вас это затормаживает на самом деле сильно, потому что здесь по восьмерке пентаклей может быть все совершенно по-другому. Мне говорят, внутри ищи, не снаружи. Внутри ищи. Твой путь туда, куда тебе идти, он внутри. Ну, вам сейчас нужно, смотрите, у вас сейчас не время открывать новые проекты, там, я не знаю, ну, может быть, вы только прописывать планы можете, да, но смотрите, пока по восьмерке мечей все-таки я не вижу, что это нужно вот в конце этого года начинать точно. То есть в конце этого года вам нужно прям погрузиться в себя и все-таки пустить всю энергию на раскрытие вот этого внутреннего цветка своего, внутренней энергии.
Вам нужно к людям, мои хорошие. Вам нужно к людям, и вы почему-то от них уходите. Прям защищаетесь. Поэтому я не вижу движения. Но видите, ваш король мечей говорит о том, что я-то, собственно говоря, особо-то и как бы не хочу никуда двигаться. То есть голова говорит, да нет. А почему не хочу? Потому что не понимаете, куда, да? Мне и так, говорит, хорошо. Зачем куда-то двигаться, и так хорошо. Ладно, ну, короче, какие-то процессы, да, тут вы не понимаете просто куда, поэтому кажется, что и некуда. Ну, давайте еще раз. Немножечко мне нужно... Вам сейчас нужно куда-то двигаться в ближайшее время? Или важно все-таки сосредоточиться прямо на себе? Или важно конкретно коммуницировать с людьми, выходить? Что сейчас важно? Выходить из зоны комфорта, выходить к людям, мои хорошие, выходить, искать единомышленников, да. Там вам будет подсвечиваться достаточно большое количество вариантов. Тройка кубков, абсолютно точно. Выходить к людям, выходить к людям. Да, вы можете внутри себя находить ответ, и путь он внутри, но вам этот путь подсветит через других людей. Вот так, понимаете? Путь ваш внутренний подсветит через других людей. А здесь прям единомышленники, смотрите, может быть, какие-то совместные практики, что-то такое. Но, конечно, вам к этому нужно быть, ну, очень аккуратными. Семерка мечей, все-таки будьте очень аккуратны, выбирайте прям по ощущениям, по сердцу, вообще точно, да, что-то, то, что вот прям вам кажется очень-очень с вашей точки зрения очень энергетически по солнцу отзывающимся, да, то есть, ну, потому что можно во всякое вступить, конечно, да, потом Бог его знает, как оттуда выйти. Поэтому здесь, конечно, очень аккуратно, 100 раз думаем, прислушиваемся к ощущениям, люди разные, сейчас среди очень-очень ценных, крутых знаний полно мусора, правда, мусора, который хочет, да, там, деньги срубить, поэтому просто срубить и ничего не дать. И эта сфера такая, что ты, блин, ну как ты проверишь, да, по сути, насколько это правдиво. Поэтому здесь только опираться на ощущения, прям, чтобы вот вы прям чувствовали, что да, действительно круто, я вижу, что это работает, что здесь вот действительно реально крутой практик. Это можно только прочувствовать, да, или проводник, или наставник, или учитель, там, что-то такое. А вы можете не искать кого-то целенаправленно, просто дайте запрос на это. Во Вселенную поставьте намерение, и вам начнет подсвечиваться. Хорошо, вот так вот мы с вами сегодня красиво копнули. Покажите, пожалуйста, кому вы покоя не даете. Вот мы, собственно, чего тут собрались. Смотрите, не даете покою, не даете, потому что у кого-то есть такое вот чувство, что вы все-таки нащупали вот это свое, что вы вот вышли на что-то свое. Вы же все равно в поисках, да, вы же все равно, скажем так, занимаетесь чем-то, вы же ищете себя, а когда человек начинает сильно углубляться в себя, он становится максимально интересен. То есть вы же раскрываетесь потихонечку, и, соответственно, на вас начинают обращать внимание. Да, видите, звезда, и тут двойка пентаклей, то есть прям вот интересно, как вы, да, что вы получили, откуда вы, где вы это взяли вообще все, что вас на это сподвигло, да, пусть вы стараетесь удержаться, кстати, вы еще держите лицо, да, у вас есть определенная репутация, вы вот прям образ какой-то, может быть, это социальная модель, но вы ее несете. Пока еще не скажу, что вы прям все маски сняли. Нет, еще пока нет. Вы еще все-таки держите лицо. Мало кто знает, что внутри вас на самом деле происходит. Я не буду сейчас анализировать, хорошо это или плохо. Но давайте так. Есть люди, которые наблюдают за тем, как вы идете. Но я не могу сказать, что вы пока это делаете очень твердо. Вы сами, да, пока тут в поиске, вам самим пока непонятно вообще, куда идти, вы сами в раздрае, но уже, да, уже вы привлекаете внимание, вы уже интересны. Что? Вы знаете, кто-то говорит, я пока не знаю кто, но кто-то говорит, что она или он медленно, но верно идут своим путем. Вот не знаю такую вот фразу, медленно, но верно, этот человек, то бишь вы, идет своим путем. То есть вот что бы ни было, вы все равно идете, ну вы действительно на своем вы сейчас пути.
Ну, мне кажется, что да, на своем. Да, 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 вы по пути души идете. Хорошо, с этим определились. Кстати, когда идешь по пути души, да, всегда по луне, всегда ничего не понятно, вообще ничего не ясно, ты как реально слепой котенок. Но у вас все получится. Почему высшие силы вам именно такой путь предлагают? Потому что уверены, что вы справитесь, расширитесь и дойдете по миру, и что у вас вообще все получится. Потому что вам нужно раскрыть, максимум расширить свой творческий потенциал. Видите? То есть это сюрприз, будет сюрприз, сюрприз. Видели в Инстаграме? Вот у вас что-то будет по типу сюрприз-сюрприз в конце. То, что вы сейчас для себя по королеве мечей простраиваете, это вообще не то, в куда вас выведет в итоге. Это выведет вас... Я не буду ее токсично читать, она тут сильно токсичная. Я не хочу, я ее почитаю хорошо. Это будет сильное, мощное творческое расширение по карте мир. Весь мир будет, для вас будет ощущение, что весь мир у ваших ног. Но это не быстрый путь, это умеренность, это не быстрый путь. То есть не думайте, что вы сейчас начали, и через год вы уже шагнете. Нет, будут промежуточные плоды, но шагать вам еще долго. Но вы можете, это очень... Это хорошие карты, если они не в токсе. Так кому вы покоя-то не даете? Это токсичное что-то, или вы просто интересны людям? Это не токсичное, вы интересны, вы очень интересны, особенно всем интересно, кто вокруг вас, или особенно из старого окружения, кто за вами еще может наблюдать, им интересно, как вы вышли вообще на это. Как вы вообще поняли, что это ваша реализация? Как вообще у вас получилось до своей звезды-то дойти? Как вы вообще свои цели увидели? Что такого вообще случилось, что тут вы как звездочка зажглись условно? Да? Что такого у вас начало распускаться, что вы так круто можете себя позиционировать в этом социуме, как-то себя показывать? Потому что, да, карта влюбленных, рыцарь кубков говорит о том, что вы прям тут интересна ваша личная жизнь, много чего интересно на самом деле людям, одному человеку или большому количеству людей. Слушайте, знаете, интересно, потому что у некоторых такое ощущение, что у вас есть какое-то знание, сокровище какое-то, вот то, что принадлежит лично вам, то, что вы как бы какой-то секретик. Знаете, бывает иногда у человека есть там секреты красоты, вот он круто выглядит, а никто не может понять, почему. Или когда у человека есть какие-то инструменты, то есть вот что-то, вы смотрите со стороны, как будто бы вы чем-то обладаете, вы это очень ярко охраняете, защищаете, как это кажется, да, другим людям. И это очень прям вот им интересно, да, такое ощущение, что у вас там какое-то сокровище, которое, ну, и вы не делитесь. Вы, может, не знаете, чем делиться-то надо, но вот со стороны кажется, что есть какое-то сокровище, которым вы не хотите делиться. Так дело в том, что вы сами не понимаете. Вы сами не понимаете, что происходит. Но тем не менее, кто-то даже говорит, что да, тут чисто повезло, просто так досталось, да, тут типа человек просто кайфажор там на вас. Ну, всякое тут такое что-то может быть, да, что-то такое может быть. Так, это одна категория людей. Тут есть еще другая категория показана, что есть человек в вашем окружении, который не совсем эмоционально стабилен. Не знаю, про кого сейчас буду говорить. Высвечивается, конечно, мужская карта, но энергии фонят женскими. То есть это может быть и то, да, условно. Энергии фонят женскими, эмоционально нестабильными. Человек запутался в претензиях относительно не только вас, но этого мира. Может быть, попал в какую-то сложную ситуацию, как мне сейчас показывают, а к вам он что имеет? Окутан претензиями какими-то серьезными. Он бы хотел с вами поговорить, как он говорит, он бы хотел поговорить, может быть, что-то бы хотел у вас узнать, прояснить, выяснить. Сейчас будем спрашивать, о чем бы ты хотел поговорить, что бы ты хотел узнать. Да что такое? Мне нужна одна карта. Я поняла.
кого-то очень сильно закусило, что вы переключили свой фокус внимания, может быть, с персонажа. Был какой-то персонаж, в котором вы были заинтересованы, вам этот персонаж был очень сильно интересен, то есть сейчас неважно, для мужчин или для женщин я читаю, да, то есть это противоположный пол. Вы интересен был вам этот персонаж, вы, скорее всего, ну, как-то вот были расположены, потом, скорее всего, что-то тут у вас не сложилось, не получилось, мы это не рассматриваем, вы ушли заниматься собой. И занимаетесь собой, вы могли заниматься до, но на каком-то пути, да, вам тут стало вот что-то интересно. Персонаж сам по себе очень нелогичный, неструктурный, и он сильно запутался. То есть этот человек, он сильно запутался, где он правду говорит, где он неправду говорит. Он сам не понимает, что он чувствует. Он сам выдает ложное за действительное, действительность за ложное, понимаете? То есть, ну вот тут вот он как бы не совсем логичен, не совсем адекватен, я бы так сказала. Адекватен не в том плане, что с ним что-то не то. Ну, может быть, он не контролирует свои чувства и эмоции, ведет себя как-то вообще странно, да, там может быть, пытался там каким-то образом повлиять на вас или пыталась, да. И мне показывают о том, что то ли вы переключились на себя, то ли на кого-то переключились в своей жизни, может быть, тут что-то вот у вас произошли какие-то изменения, они произошли по-любому. И что, человек не понимает, да, смотрите, тройка мечей, а как так? Да, то есть человек спрашивает, а как так вообще? А как это? А что это? А я теперь что, не в почете, не интересен как человек, да? А что случилось-то? Почему тыква не превратилась в карету? Да, тут тыкву размазали. Он говорит, а почему тыква не превратилась в карету? А что такое? Вот он как будто бы хочет выяснить, а что случилось-то вообще? Хочет выяснить, что случилось, почему вы больше не заинтересованы в этом человеке. Что такого с вами произошло, что вы перестали реагировать, может быть, перестали общаться, ушли, отстранились, занялись собой. Может быть, вы конкретно, вас кто-то стал другой интересен, может, вы увлеклись вот этим вот пентаклевым королем, да, если мужчина, то как-то тут, слушайте, да что у вас здесь происходит? Мне хочется сказать, что у вас здесь происходит? Почему так много людей вокруг вас? Может быть, вы ушли в какие-то свои проекты, что-то у вас получилось, понимаете? Ну, интересно. Ну, вы тут как бы с собой занимаетесь. Вы действительно могли вы стали смотреть на других мужчин. Все, поняла. Вы перестали обращать внимание на кубковых персонажей, которые вас эмоционально доканывали. Тут вот был какой-то такой товарищ или истеричная дама. Если мужчина смотрит, а вы стали хотеть другого качества отношений, вы разочаровались вот в этом вот всем добре, и вы стали смотреть на пентаклевых, на спокойных, на практичных, на ответственных, на императоров, на бизнесменов, возможно, на людей, которые действительно из себя что-то представляют, которые действительно хотят нести ответственность, умеют это делать. Вы переключили вообще свой фокус внимания на другое качество мужчин. У этого персонажа лопнула вообще картинка относительно того, а как так? А что, я больше не любима? А видите, карта смерти. У вас произошла трансформация, у вас совершенно все поменялось. А у человека-то, к сожалению, нет. У человека произошла трансформация, он изменился. Нет, он до сих пор внутри хранит еще прошлые какие-то все моменты. Да, это у нас жрица и шестерка кубков. У него до сих пор прошлое внутри сидит, он его со всех сторон рассматривает. Ну, так часто бывает, это нормально. Недооцененный какой-то момент, и он такой, а что, я больше не в почете, я потерял интерес или потеряла, да, а как так, а что, все закончилось по карте смерти? А привязка-то у человека осталась. А привязка-то а интерес-то остался у вас, а энергия-то как бы привлекает, вы-то все равно привлекаете, да? А что делать-то, говорит теперь? А что теперь делать? А что теперь делать? А как зацепить? А что, будет как-то цеплять? Нет сил вообще никак вас зацепить. Хорошо, ну а попытки будут? Если есть что-то общее, будет через это общее цеплять. Хоть как-то, если есть какие-то общие знакомые, если хоть что-то есть общее, будет через них цеплять. Если нет, ну, будет пытаться, конечно. Ладно, а что это даст в итоге?
Да ничего, пятерка кубков, ничего ему это не даст. Человек останется неудовлетворен. Все, ситуация подвесилась. Для вас она завершилась, для него она подвешенная. И еще, кстати, карта справедливости. Он чего-то ждет. Он чего-то ждет. Может быть, каких-то... Что ты ждешь-то? Почему справедливость-то у нас тут? Ну, почитать, что кто-то кому-то должен денег или еще чего-то я могу, но это будет совершенно сильно не для всех, да? Но если для кого-то это актуально, то он тут чего-то ждет. Может быть, с кем-то судились, бог его знает. Ждет какого-то поворота. Удачного случая ждет. Удачного случая относительно что? Причинить боль? Уколоть, ударить, обидеть, ударить морально, в смысле физически, да, ждет какого-то удобного случая, чтобы как-то вас подъел. Но не понимает как. Как бы в выжидательной позиции, но не понимает как. Ждет, что что-то у вас случится, развалится, разрушится. Интересный персонаж. А зачем это ему? Принял такую наблюдательную позицию. Выжидает. Слушайте, неприятный, и притом нечестный, и притом подлый. Здесь подлый человек, и он может вам в любой момент действительно какую-то подлость устроить. Поэтому что вам делать? Ой, расслабиться. Девятка кубков. Ничего вам не делать, наблюдать. Вообще забейте, занимайтесь своей жизнью. Занимайтесь по колеснице, идите, занимайтесь собой. Вам есть куда идти, по иерофанту, у вас там все правильно, все нормально. Вы в своей зоне комфорта, а человек дождется того, чего он хочет. Это ваша карта силы. Человек дождется того, чего он хочет. Двойка жезлов. Ну, так и топчется у дверей, слушайте, так и топчется у закрытых дверей. Понятно. Знаете, это вот из серии... Если очень сильно долго смотреть за девушкой, да, можно увидеть, как она становится чьей-то женой. Вот здесь вот что-то такое. Нет, как раз-таки знаете, что случится? Спойлером, так могу сказать. Он узнает, что вы, возможно, действительно вступите в отношения серьезные, может быть, кто-то уже собирает, ну, как бы на пороге, потому что тут император и король Пентакли тут уже мелькают. А если мелькают, значит, уже проявлено на тонком плане. А если проявлено, значит, скоро вылезет в материи. Поэтому, ну, спустится, скажем так. Поэтому здесь смысл такой, что он-то ждет, чтобы вас как бы кольнуть, а в итоге вы, продолжая кайфовать и жить свою жизнь, строить там отношения, коммуникацию, выходить в общение с людьми, да, меняться и там идти по своей звездочке, да, условно, так получится, что совершенно того не желая, вы ему эту пятерку мечей подсунете, то есть вы ему, ну, неосознанно, не желая, возможно, утрете нос, потому что вы будете жить, да, а тут получится как получится.